Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим печенье грибочки. Это не только вкусное, но и невероятно красивое угощение. Печенье действительно напоминает настоящие маленькие грибы. И такой интересный внешний вид всегда вызывает восторг. Я готовила этот десерт для школьной ярмарки, и за считанные минуты лукошко с грибочками опустела. Весь процесс приготовления достаточно прост, хотя требует внимания к деталям, особенно при формировании шляпок, ножек, а также их закрепления. Для приготовления нам понадобится 150 грамм сливочного масла комнатной температуры, 130 грамм сметаны, 550 грамм муки, 220 грамм сахара либо сахарной пудры, одно куриное яйцо, 6 грамм разрыхлителя и щепотка соли. Для украшения я взяла 2 плитки молочного шоколада, 1 столовую ложку растительного масла и 4 столовые ложки мака. Первым делом подготовим тесто. Достаем масло заранее, чтобы оно стало мягким. В глубокой миске смешаем размягченное сливочное масло, яйцо, сахар, соль, сметана. Взбиваем на низких оборотах миксера 1-2 минуты, пока смесь станет однородной. Смешиваем муку с разрыхлителем и постепенно добавляем жидкую смесь. Тесто должно быть мягким, эластичным и совершенно не липнуть к рукам. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1 час. За это время оно станет более плотным и будет легче формироваться в нужные заготовки. По истечении времени достаем тесто из холодильника и разделяем его на 2 части. Каждую часть нарезаем на небольшие кусочки, которые затем скатываем в колбаски. Нарезаем колбаски на маленькие кусочки. Их размер не должен быть одинаковым, ведь грибы бывают разными по форме и величине. Берем по одному кусочку теста и раскатываем в шарик. Для шапки слегка приплюсните шарик между ладонями, придавая ему плоскую форму. Для ножки раскатайте тесто между ладонями в продолговатую форму, слегка прижимая один конец, чтобы получился сужающий низ ножки. Подкорректируйте форму пальцами при необходимости. Выкладываем заготовки на противень, засланный пергаментной бумагой. Подсчитайте, чтобы количество шляпок и ножек было одинаковым, чтобы все грибочки можно было собрать. При желании шапочки можно чуть-чуть поправить, но в принципе это делать не обязательно, ведь при выпечке они будут все равно увеличиваться в размере. Поэтому оставляйте небольшое расстояние между заготовками. Отправляем печенье в заранее разогретую духовку при температуре 190 градусов. Выпекаем примерно 10 минут. Важно не пересушить, чтобы печенье оставалось мягким. После остывания оно станет более плотным. Пока шляпки еще теплые, сделайте в каждом небольшое углубление. Туда будет вставляться ножка. Теперь растапливаем шоколад. Я растапливала в микроволновой печи импульсами по 30 секунд. 30 секунд разогрела, перемешала ложкой, если нужно, еще раз разогреваем. Окуните ножки в растопленный шоколад и сразу же присоедините их к шляпкам, вставляя ножки в сделанные углубления. Убираем в холодильник на 15 минут, чтобы шоколад застыл. На сухой сковороде обжарьте мак, чтобы он стал более ароматным. Так печенье намного будет вкуснее. Окуните ножки в шоколад, а затем сразу валяйте в маке. Добавьте в растопленный шоколад 1 столовую ложку растительного масла, чтобы глазурь легла ровным слоем. Шляпки тоже покройте шоколадом, после чего уберите грибочки в холодильник еще на 15 минут, либо оставьте при комнатной температуре до полного застывания.
Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 48 грибочков. Правда, шоколада хватило только на 39 штук. Но оставшиеся печеньки без глазури добавили разнообразия. Такие грибочки получаются очень вкусными, ароматными. Грибочки стали настоящим хитом на ярмарке. И самое вкусное, по общему мнению, это ножка с маком. Обязательно попробуйте поджарить мак, так он приобретет особенный вкус. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.